Давайте еще немножко поговорим о последовательности. xn равняется единичка плюс единичка на n в степени n. Ну, мы уже установили, что она стремится к некоторому пределу, который мы обозначили через e, и даже обсудили основные этапы доказательства, только мы пропустили главный этап. Давайте все-таки его рассмотрим. Значит, напомню, для доказательства мы рассматривали вспомогательную последовательность. Давайте, может, ее xn' обозначим. Единичка плюс единичка на n в степени n плюс 1. Оказывается, что эта последовательность является бывающей. Причем сразу она бывает. Что это означает? Это означает, что для любого n xn' меньше, чем xn плюс 1 штрих. Но на самом деле мне будет вот так, правильно, да? Когда у нас n растет, x убывает. Вот так. То есть вот у нас xn минус 1, а это уже где-то будет xn. Ну и так. И вот я хочу доказать, что это выполняется для любого n. Для этого я использую неравенство Бернулли. N альфа, вот так напишем. Когда альфа больше минус единицы, это неравенство выполняется. Вот, ну и запишу это в виде дроби xn минус 1 штрих поделить на xn штрих. Моя цель, в конце концов, получить, что эта дробь будет больше единицы. Правильно? Больше единицы. Ну вот. Надо это сделать. Здесь на самом деле достаточно простые преобразования. Надо их сделать аккуратно и не ошибиться. Ну, прежде всего, давайте запишем, что же это у нас будет такое. xn минус 1. Значит, надо вместо n поставить n минус 1. Единичка плюс единичка на n минус 1 в степени n. Правильно? Ну а здесь просто переписываем. Единичка плюс единичка на n в степени n плюс 1. Давайте приведем к общему знаменателю то, что стоит в скобках. Значит, здесь что будет? n минус 1 плюс 1 будет просто n в степени n. А здесь n плюс 1 поделить на n. Так, n плюс 1 в степени n плюс 1. Ну, это наша мечта, да, пока давайте ее сотрем. Видите, тут у нас одинаковые степени, хотелось бы их объединить, но внизу еще есть одна лишняя степень. Одну лишнюю степень мы давайте выделим. Ну и перевернем сразу. Да? Если мы выделили в знаменателе будет n плюс 1 поделить на n, значит перевернув мы получим n поделить на n плюс 1. Вот это отдельный somножитель, который мы выделили для того, чтобы и здесь получить одинаковые степени n. Ну, давайте я все-таки эту многоэтажную дробь еще раз напишу. Так, а потом уже ее тоже преобразуем в свою очередь. Вот что получилось. Теперь я могу написать общий показатель n. Это выражение я трогать не буду. n на n плюс 1. Так, что здесь? Ну, смотрите, что здесь. n на n минус 1 я просто переписал числитель. А знаменатель я переверну
Значит, знаменатель знаменателя пойдет в числитель, ну а n плюс 1 останется в знаменателе. Значит, получается n квадрат, а тут будет n плюс 1. И все это в степени n. Внизу формула сокращенного умножения. n квадрат минус 1. Ну, вроде уже некуда упрощать. Пора нам заняться применением вот этого неравенства. Для того, что... Да, n, конечно. N, конечно, надо написать. N есть. Надо, чтобы еще в основании было выражение вида 1 плюс альфа. 1 плюс альфа. Ну, как тут можно получить 1 плюс альфа? Отнять единичку и прибавить единичку. Тогда ничего не изменится, и вот у нас единичка как раз и выскочит. Да? Значит, получается n на n плюс 1 единица плюс единица поделить на n квадрат минус 1 в степени n. Ну, вы понимаете, что n у нас начинается от двойки, да? Потому что здесь мы предполагаем, что имеет смысл индекса минус 1, чтобы вас не смущало, что здесь может быть 0. Тут не будет нуля, n обязательно больше единицы. Вот. Значит, это выражение положительное, а раз оно положительное, мы имеем право применить неравенство Бернулли. Вот, наконец, после цепочки равенств первый раз возникает неравенство, не строгое. n поделить на n квадрат минус 1. Тут уже n пропал. От n мы избавились. Так, всю доску испишу. Так, n на n плюс 1 остается. Вот что я сделаю. Переброшу вот этот n вниз. Зачем? Ну, чтобы от квадрата избавиться. Вот такая штука, да? А теперь мы сделаем еще одну оценку. А вот посмотрите. Это сумма дробей. Здесь у нас в знаменателе разность. Что будет, если мы отбросим вот эту часть знаменателя? Что произойдет с нашей скобкой? Она должна уменьшиться, правильно? Потому что мы увеличим знаменатель, и поэтому все уменьшится. Это ровно то, что нам нужно. Значит, строго больше единичка плюс единичка на n. Убрал я вот это выражение. Тут получилось уже строго меньше. Ну теперь видите, да? Чем будет последний наш шаг? Перейдем к общему знаменателю, и получается n плюс 1 поделить на n. И это в точности равно единице. Вот с чего мы начали. В одном месте мы использовали нестрогую оценку, в другом использовали строгую оценку. Значит, в итоге мы получаем строгую оценку, ту, которая как раз нам нужна. Ну, вот это. Таким образом, для всех n наша последовательность является убывающей.
А начинается наша последовательность с какого значения? x1 штрих. Если это единичка, то это будет двойка, да? Основание 2. Скобку даже не буду писать. А здесь тоже получается двойка. Четверка. Значит, x1 штрих это четверка. Ну, это означает, что все остальные меньше. Значит, уже понятно, что предел находится между нулем и четверкой. Но мы тоже знаем, что это 2,7 примерно. Ну вот, такую оценку мы получили. Я пропускаю заключительную часть доказательства, в которой мы показывали, что эти две последовательности имеют один и тот же предел. Это простая часть. Это можно сделать. Собственно, ничего больше для того, чтобы доказать, что последовательность вот это имеет предел, нам не нужно. Но раз уж мы завязаны в этой теме, давайте мы еще одну вещь докажем. Оказывается, вот эта последовательность, исходная xn, где мы не добавляли единичку в показатель, где просто показатель n, она является возрастающей. Если бы мы этот факт доказали и доказали, что наша последовательность ограничена сверху, то мы бы тоже, даже не анализируя вот эту вспомогательную последовательность, доказали, что наша исходная последовательность имеет предел. Но здесь оценивать сверху не хочется специально. Так? А то, что она возрастающая, доказать очень легко. С помощью еще одного неравенства. Давайте я заодно это неравенство приведу. Связь между средним геометрическим и средним арифметическим. Если у нас имеются положительные числа, А1, А2 и так далее, то среднее геометрическое это корень этой степени из произведения. А среднее арифметическое это понятно, что такое. Сумма, деленная на это. И вот оказывается, что всегда для любых положительных, лучше сказать не отрицательных, а выполняется такое неравенство. Одно из тех неравенств, которое тоже первое Каши доказал. В 1821 году. Ну, как его доказать? Видимо, как-то по индукции. Да? Ну, в общем, не такое простое доказательство. Вот можете поискать это доказательство. Если начать в интернете, например, с Википедии, любимой, связь между средним геометрическим и средним арифметическим, там будет ссылочка. По этой ссылочке пойдете и попытаетесь разобраться в той или ином доказательстве. Оно короткое и достаточно полезное. Но мы на это время тратить не будем. Как, имея уже этот факт, замечательно, как доказать, а что мы хотим доказать? Мы хотим доказать, что вот если я штрихи сотру, что вот имеет место уже такая оценка, да? Что xn плюс 1 будет больше, чем xn для любого.
конечно, как вот догадаться о том, что я сейчас покажу, я объяснить не могу. Вот кто-то догадался, а мы уже пользуемся его сообразительностью. Смотрите, какое выражение мы рассматриваем. Ну, понятно. Здесь я написал в точности x(n) и взял от него корень n плюс первой степени, держа в голове, что у меня этот корень появится справа. Точнее, не корень, а вот эта степень. Да? Вот что я хочу доказать. Вот как получить эту оценку. Это почти средняя геометрическая, но только, видите, здесь у нас n сомножитель одинаково и положительный, а корень n плюс первой степени. Но нам никто не мешает еще умножить на единицу, правильно? От этого ничего не изменится, но у нас теперь формально уже будет n плюс 1 сомножитель. И вот теперь давайте мы воспользуемся оценкой для среднего геометрического. Значит, меньше или равно? Кстати сказать, среднее геометрическое, но если все сомножители, если хотя бы один сомножитель является, если все, скажем так, если не все сомножители одинаковы, то имеет место строгая оценка. А у нас, видите, вот эти одинаковые, а тут все-таки единичка стоит. Поэтому они все различаются, по крайней мере, есть пара различных, и поэтому оценка будет такая. Так, ну давайте посмотрим, что же у нас будет. Внизу средняя геометрическая, у нас n плюс 1 сомножитель, поэтому внизу будет n плюс 1. Наверху надо сумму записать. Единичка плюс, а это будет n одинаковых слагаемых. Я могу так написать. n единичка плюс единичка на n. Правильно? И образуем. Это будет, вот это все будет n плюс 1. Значит, получается n плюс 1, еще плюс 1 поделить на n плюс 1. Можно было n плюс 2 написать, но я не хочу, потому что сейчас как раз я это преобразую в единичка плюс единичка на n плюс 1. Смотрите, можно все доказать. Если мы теперь обе части возведем в степень n плюс 1, то здесь пропадет корень, а тут как раз появится эта степень. А оценка ровно та, которая нам нужна. Вот такой вот красивый способ доказательства. Таким образом, эта последовательность является возрастающей. А у нее какой первый элемент? Когда единичка? Ну, 2 в первой степени. 2 в первой степени. Из вот этого факта мы получаем, что предел, ну, по крайней мере, больше или равен 2. А там, помните, когда мы рассматривали предыдущую последовательность, получили, что e меньше равно 4. Вот здесь где-то e находится. Ну, то, что это 2,7, это уже можно получить путем вычисления. Мы еще к этому пределу вернемся. Немножко даже его обобщим, когда будем заниматься пределом функции. Это скоро уже будет. Но сейчас давайте займемся следующим. Сейчас у нас будет несколько важных фактов,
которые вытекают один из другого, а самый первый факт основан на аксиоме непрерывности вещественных чисел. И вот, используя эти факты, мы еще кое-какие важные свойства предела последовательности получим и сможем доказать. Ну, первый пункт этой нашей цепочки фактов можно назвать его так. Последовательность вложенных сегментов. Последовательность вложенных сегментов. Ну вот давайте определим, что же такое вложенный сегмент. До сих пор мы рассматривали числовые последовательности. Сейчас мы рассмотрим последовательность сегментов. То есть набор сегментов А, Н, Б, N натуральный. Такая последовательность называется последовательностью вложенных сегментов, если каждый следующий сегмент вложен в предыдущий. То есть, если вот это у нас сегмент А1, Б1, то А2, Б2 уже должны быть где-то здесь. А А3, Б3 где-то здесь. И так далее. Не обязательно они будут строго вложены. Значит, для любого n натурального сегмент А n плюс 1, B n плюс 1 вложен в сегмент АН, Б. Или, иначе говоря, справедливая оценка АН меньше или равно АН плюс 1, меньше или равно БН плюс 1, меньше или равно БН. Ну, тут даже не строгое неравенство, может, писать и не стоит, потому что нас интересуют невырожденные сегменты. Ну, так тоже можно написать. Вот последовательность вложенных сегментов. Частый случай такой последовательности – это последовательность стягивающихся сегментов. Последовательность стягивающихся сегментов – это последовательность вложенных сегментов, в которой длина сегментов стремится к нулю. То есть в дополнение к вот этому условию выполняется еще одно условие. Bn минус An стремится к нулю, когда n стремится к бесконечности. Ну, Bn всегда больше или равно An, и значит это как раз и будет длина. Последовательность стягивающихся сегментов. Последовательность вложенных сегментов не обязана быть последовательностью стягивающихся. Я могу сказать, вот все элементы, начиная с n равного 3, совпадают с вот этими, вот этим сегментом, да? И все, это правильно, естественно, ничего стремиться к нулю не будет. Ну, что я еще могу рассмотреть? Я могу рассмотреть последовательность, скажем, минус единичка на n, единичка плюс единичка на n. Да? n для единицы, если n равняется единице, я получу отрезок минус 2, 2. Для двойки я уже получу отрезок минус 1, 2, минус 1,5, 1,5. Ну, для тройки, для четверки. Извините, пожалуйста, а почему последовательность с вами предложенной слева с минус единица, минус единица деленное на n? Там должно быть плюс единица деленное на n.
единица минус единица, деленная на n. Да? У вас наоборот расширяется немного последовательный сегмент. Допустим, минус единица, минус 1/2, минус 1,5. Да. Так. И дальше что? Так. Все. Да вроде нормально, вроде правильно. Как раз он будет расширяться, если я плюс напишу. Вот. Ну и, значит, понятно, что здесь, понимаете, без всяких вычислений перейти к пределу и посмотреть, что будет в пределе. В пределе будет у нас от минуса единицы до единицы. Мы, конечно, никогда до этого не дойдем, но вот все наши сегменты располагаются где-то здесь. Ну и опять же понятно, что это не является последовательностью стягивающихся сегментов, потому что длина не стремится к нулю, собственно, длина стремится к двойке. Да? Вот. Но, тем не менее, это последовательность вложенных сегментов. Ну, а пример последовательности стягивающихся тоже давайте рассмотрим. Так, что тут у нас? Нолик, а здесь единичка на n. Ну, вот это самый простой, пожалуй, пример последовательности стягивающихся. Конечно, это сегменты. Да? Самая большая от 0 до единицы, потом будет от 0 до 1/2, потом до 1/3. Ну, а длина каждого сегмента равняется единичке на n. При переходе к пределу мы получим 0. Так вот, что можно сказать о таких последовательностях? Теорема. Теорема вложенных сегментов. Теорема вложенных сегментов. Если АН, БН, вот так можно отметить, да, последовательность вложенных сегментов, то существует, по крайней мере, одна точка С, принадлежащая всем сегментам последовательности. Такая, что для любого n натурального С принадлежит АН. Здесь не утверждается, что она ровно одна. Здесь говорится, что она существует. Это первая часть теоремы. Если это последовательность вложенных сегментов, то обязательно найдется общая точка у всех таких сегментов. И вторая часть теоремы. Если дополнительно, если вот эта последовательность является последовательностью стягивающихся сегментов, то точка С является единственной. Точка С, удовлетворяющая вот этому условию, что это общая точка всех сегментов, является единственной. Доказательство. Доказательство. Докажем существование точки С. Докажем существование точки С. Рассмотрим два множества. Первое множество это А, множество всех левых концов наших сегментов. А1, А2, АН и так далее. Бесконечное множество. Множество Б. Множество правых концов B1, B2, Bn и так далее. Вот у нас множество А, вот у нас множество B. Я утверждаю, что какой бы элемент из А не взял,
И какой бы элемент из B я ни взял, если А n принадлежит А, а Б n, я другую возьму букву, чтобы не обязательно это были концы одного и того же сегмента. Б принадлежит Б, то АН будет меньше или равно БН. Любой левый конец находится левее любого правого конца. Ну, собственно, это понятно почему. Понятно почему. Если вдруг окажется, что у нас вот здесь АН, а здесь БН, то это уже означает, что эти отрезки не вложены друг в друга. Да? Значит, вот тут у нас где-то будет nt отрезок, а где-то здесь будет mt отрезок. Ни один из них в другой вложен. Значит, чтобы они были вложенными, необходимо, чтобы выполнялось такое соотношение. Ну, а это в точности условия аксиомы непрерывности. У нас есть два множества вещественных чисел, и элементы этих множеств таковы, что каждый элемент первого множества не превосходит каждый элемент второго. Значит, по аксиоме непрерывности вещественных чисел существует такое вещественное c, что для любого АН, БМ, для любого АН, БМ, не буду уже писать, что они принадлежат А и Б, понятно, да, из этих обозначений. С находится справа АН, и слева БМ. Точка, которая разделяет множество АН. Ну, а чтобы показать, что эта точка принадлежит любому сегменту, нам достаточно выбрать m равное n. Если взять m равное n, то это неравенство примет вид AN для любого n натурально, а n меньше или равно c, меньше или равно b. Вот мы доказали существование этой точки. Осталось доказать единственность в случае, если наши сегменты являются стягивающимися. Ну, это просто. Предположим, у нас есть две точки общие. Это вторая часть доказательства. Мы теперь предполагаем, что наша последовательность является последовательностью стягивающихся сегментов. И есть две точки C1 и C2, общие для всех сегментов. Ну, понятно, что одна из них находится слева, другая справа. Я даже не буду предполагать, что они разные. Я напишу, что C1 меньше или равно C2. Это всегда так. Если из этого предположения будет следовать, что C1 обязательно равняется C2, то я докажу, что такая точка единственная. Любые две точки я могу расположить по возрастанию. Вот так. Если из этого будет следовать, что точки совпадают, то есть, что не может быть, чтобы они были разные, значит, я докажу, что точка такая единственная. Как это доказать? Очень просто. Я специально вот это не стал ставить. Вот это условие стягивающихся сегментов. Как на нашей числовой оси располагаются сегменты и вот эти две точки? Ну, точки располагаются как-то так, и они находятся в любом из наших сегментов. Вот так. Для любого n. То есть, для любого n
для любого натурального n выполняется неравенство. АN меньше или равно c1, меньше или равно c2, меньше или равно b. По нашему предположению, если обе точки принадлежат всем сегментам сразу. Вот это тройное неравенство. Как тогда связываются длины, расстояния вот между точками c1 и c2 и, значит, между внутренними членами нашего неравенства и внешними членами неравенства? Ну, совершенно очевидно, что вот это расстояние меньше или равно вот этому. Да? То есть, если я c1 переброшу сюда со знаком минус, а n переброшу сюда со знаком минус, то неравенство сохранится. И оно превратится вот в такое. c2 минус c1 меньше или равно bn минус an. С другой стороны, я могу еще тут написать, что это больше или равно нуля. Вот из этого. Неравенство. А теперь я воспользуюсь свойством сталкивающихся сегментов. Перейду к пределу, когда n стремится к бесконечности. Ну, 0 как было, так нулем и останется. c2 минус c1 от n не зависит. Значит, тут тоже ничего не произойдет. А вот эта величина будет стремиться к нулю. А почему я здесь написал те же самые оценки? По теореме. По второй теореме из раздела о переходе к пределу неравенства. Теорема о двух полицейских. Значит, по теореме о переходе к пределу неравенства, вот если мы перейдем в этом неравенстве к пределу, мы получим такое неравенство. То есть это разность и больше или равна нулю, и меньше или равна нулю. Это возможно только в том случае, если c1 равняется c2. Ну, то, что мы хотели доказать. Так что, если первую часть теоремы мы доказывали с помощью аксиомы непрерывности, то вторая часть основывалась на теореме о переходе к пределу в неравенствах. Это вообще очень полезная теорема. Она часто используется в подобных ситуациях. Ну вот, чтобы закончить это, вы можете сказать, в общем-то, какая-то тривиальная теорема. И так понятно, что если сегменты стягиваются, то у них будет общая точка. Ну, в общем-то, это может быть и правда. Хочу только ваше внимание обратить, что если бы мы рассматривали последовательность стягивающихся интервалов, то теорема была бы неверна. Если у нас вложенные интервалы, то вполне может оказаться так, что у них нет ни одной общей точки. Ну и очень простой пример. Последовательность интервалов вида 0, единичка 0. Интервал. Вот у нас 0, вот у нас единичка 0. Ну, собственно, это единичка, потом будет 1/2, потом будет 1/3. Интервалы вложены. Более того, они являются стягивающимися. Предел длины равняется 0, ни в один интервал не входит. Да? Значит, точка, которая, возможно, принадлежит всем интервалам, должна быть положительной. Вот какая-то точка А. Но если у нас положительная точка А, то, выбрав достаточно большое n, мы обязательно получим, что единичка на n будет располагаться левее точки А. И значит, уже для всех остальных интервалов точка А не будет им принадлежать.
И какую бы точку А, сколь угодно близкую к нулю мы не взяли, все равно мы можем выбрать еще меньше интервал, вот который и все последующие уже не будут эту точку содержать. Так что вот видите, для последовательности интервалов данный факт, который мы только что доказали, не выполняется, только для сегментов. Так, ну, пора писать.